Вот это я дал. Всем привет, народ! На связи опять я с обзором очередной цепной аккумуляторной пилы. То есть бесщеточная аккумуляторная цепная пила под брендом Iron Warrior. Ну и вот приехала в такой вот коробке. Видите, есть ручка для переноски, коробка здоровенная. И вот здесь нарисована наша с вами, так сказать, обзорная пила. Значит, 21 вольт питание, мощный двигатель, мощность 2 киловатта, ну, наверное, это не так немножко. Частота вращения 9000 оборотов в минуту, тоже непонятно чего, не то двигателя, не то шпинделя привода цепи. Длина шины 12 дюймов. Ну и здесь, опять же, Iron Warrior, автоматическая подтяжка цепи, автоматическая смазка, прорезиненный корпус, защитный кожух, защищенная рукоять, защита от случайного пуска, цифровой дисплей LED и регулятор мгновенной остановки. Модель LS206. Вот так это все дело выглядит. Здесь следующая информация, кому интересно. Ну, а мы вскрываем, смотрим, как же тут все упаковано. Упаковано, друзья, все следующим образом. Вот сейчас я все это дело достану на стол, и мы с вами продолжим. Ну и вот, народ, весь набор на столе. Итак, что мы имеем? Мы имеем шину 12 дюймов. Вот такая шина с указанием направления вращения цепи. Имеется также звездочка. То есть все как в лучших домах Парижа и Нью-Йорка. Ну и вот эта вот штуковина прикручена, да. Я так понимаю, это для натяжки нашей шины. Так, зарядное устройство на 1,5 ампера. Ну, то есть зарядка а-ля Makita. Имеется два аккумулятора по 4 ампер-часа. Все под брендом Iron Warrior. Вот так это все выглядит. Индикатора никакого нет. 4 ампер-часа. Значит, друзья, их тестировать я не буду, вскрывать тоже не буду. И так видео получится, наверное, длинным. Еще обещал на болгарку сделать обзор вот, аккумуляторов. Позже, возможно, все это дело сделаем. А пока я заказал новый миллиметр. Юрика заказал. Посмотрим, сравним, что Юрик покажет, что покажет мой. Дальше. Отверточка по комплекту. Вот такая отвертка. Мелочевка, но приятно. Бутылечек с половинкой смазки. В подарок идут защитные очки. Цепочка 12 дюймов. Так, кому, друзья, интересно, давайте читайте эту информацию на паузе. Вот такая цепочка 12 дюймов. Ох, как я люблю их распутывать. Так, ну и вот сама пилочка. Очень легкая, без полотна и цепи. Очень такая удобная. Что касаемо сборки. Сборка, я бы сказал, отличная. Или даже нормальная, можно так сказать, если вы не любите отличная. То есть никаких проблем не вижу. Опять же, шов идеальный. Шов виден. Шов ничем не мешается и не цепляется. Вот здесь рукоять прорезинена. В руке лежит удобно, четко, достойно. Имеется баллончик для смазки. Видите, обращайте внимание, из пробки выпала уплотнительная резиночка. Не потеряйте. Бачок довольно объемный, судя по вот тому, что я вижу. Имеется кнопка блокировки. То есть так просто не нажать, не включить. Нужно нажать кнопочку, потом включается пила. С этой стороны, либо с этой стороны. То есть удобная штука, так просто не включить. Индикатор заряда аккумулятора. Имеется блокировка пилы. То есть точно так, как, допустим, в любой бензопиле. Где-то что-то закусило, пилу бросило. И рукой, видите, вот этот вот защитный кожух отвели. Там стоит микрик, слушайте. Отвели, и пила остановилась. То есть что-то здесь как бы продумано для людей. Так, смотрим дальше. Собираем пилку, запускаем и смотрим. Посмотрим на механизм натяжки. Вот такой вот эксцентриковый механизм натяжки.
То есть это все дело, я так понимаю, упирается, видите, сюда. И эксцентриком, когда мы вращаем, у нас полотно либо натягивается, либо отпускается. Значит, это происходит, я так понимаю, не автоматически, а все-таки вручную вот этой вот крутилочкой. Перед тем, как устанавливать крышку, смотрите, чтобы эксцентрик вот стоял именно так, чтобы здесь было максимальное расстояние. А далее по часам мы будем крутить и будем натягивать наше полотно, то есть выталкивать его вперед. Еще в наборе был вот такой вот войлок, но я уже разобрав, понял, куда он. То есть этот войлок ложится в масляную ванну. У нас вот такая большая масляная ванна, есть отверстие, видите, под выход смазки. Ну и вот таким вот образом мы это все дело сюда укладываем. Обратите внимание на установку звезды. Звезда так стоит по заводу, друзья. По заводу. Вот. Я же имею свое субъективное мнение, что данная звезда установлена неверно. И я для себя ее просто-напросто переверну. С вами спорить не буду. Каждый как хочет, так и делает. Так, теперь оснащаем нашу пилу цепочкой. Так, давайте смотреть. Значит, так, я так понимаю, не установить шину. Упирается вот в этот вот ползун наш, вот этот упор. Только так. Вот так она ложится прекрасно. Так, значит, у нас режущая кромка должна быть вперед. Одеваем шину. И смотрите, здесь у нас есть режущая кромка. Сейчас все развалится. Секунду. Чем длиннее полотно, тем труднее поставить шину. Вот, режущая кромка. Надеюсь, вам видно. Вот она цепляется пальцем. Сзади просто пятка тупая. Режущая кромка, и устанавливаем вот следующим образом. То есть направление движения у нас влево, вот этой части влево. Низ уходит вправо и тем самым захватывает бревно, древесину и режет. Это я уже разжевываю для тех, кто мне очень часто спрашивает, а как же правильно установить цепь. Так, установили цепочку, придерживаем данной рукой. Значит, друзья, здесь вот есть окошко, видите, отверстие. Здесь есть зубчик, вот этот вот. Этим зубчиком попадаем в окошечко и кладем крышку. После чего подворачиваем не до конца данный винт. Не до конца. И по часовой стрелке, так, чуть-чуть не до конца, делаем натяжку шины. Еще, видите, слабо. Чуть-чуть приотпускаю. Подтягиваю. Еще. Ну вот достаточно. При натяжке шины старайтесь, чтобы шина уходила, если пила в таком положении, то есть вверх сюда на меня, удерживать и зажимать. Очень мне дали хороший совет когда-то под видео, одним из моих видео о цепной пиле. Суть фокуса в чем, что когда мы ставим шину, и она у нас направлена немножко туда, да, вниз, будем говорить, направлена шина вниз, то при затяжке в таком положении шины, когда мы будем резать, она у нас под усилием все равно имеет люфт и уйдет вверх. Тем самым еще больше натянет цепочку. Ну а это чревато растяжением цепи. Вот, натяжка у нас хорошая, нормальная, отличная. Так. Оснащаем аккумулятором. И первым делом я хочу все это дело взвесить. Показать вам вес. Устанавливаем пилу в рабочем состоянии на весы. И получаем 2 килограмма 277 грамм. Если мы заполним бак маслом, то я думаю, мы получим 2 килограмма 300 грамм. Что-то в этом роде. Ну, плюс-минус, да. Так, кому интересен вес, пила, кстати, может стоять на аккумуляторе, что тоже немаловажно. Кому интересен вес отдельно аккумулятора, пожалуйста, 590 грамм. Все, взвешиванием
покончили. И давайте разбираться, что тут и как и к чему. Так, ну что ж, есть блокировка. Нажимаем блокировку, разблокируем и пускаем нашу пилу. Жужжит она так не по-детски, даже приятно. Вот направление вращения цепи, и режущая кромка у нас вот здесь. Она переходит и захватывает бревно, тем самым режет. Уже разжевываю как только могу. Так, все работает, все отлично. Давайте проверим защиту. То есть где-то мы что-то режем, пилим, и пилу закусила. Пила остановилась. Вот в этом я нашел единственный минус, что видите, когда руку отпускаешь, пила автоматически, когда эта рука нажата, начинает свою работу. Я бы, допустим, сделал, чтобы можно было пилу перезапустить, только отпустив и нажав курок. Но опять же, это я. Наверное, мы с вами все посмотрели, все изучили. Ручка, кстати, классная, такая удобная, хоть и тонкая, но удобная. Очень удобно, я думаю, будет работать. Сейчас разбираем, смотрим внутрянку. Как что устроено, как устроена автоматическая смазка цепи, посмотрим. Посмотрим, что у нас находится в сердце нашей пилы, какой редуктор, какой движок. Ну и пойдем что-нибудь потестируем. Деревьев валить не будем, а на каких-то бревнах попробуем. Погнали. Так, народ, начал разбирать пилу. Вот первым делом хотел снять шину. И смотрите, когда мы откручиваем, и одновременно, получается, идет в зацеплении и подтяжка. То есть сразу шина, видите, отпускается до конца. А когда мы затягиваем, то она автоматически не подтягивается. Ну, в принципе, натяжка есть, но, видите, слабенькая. А вот отпускается она сама до конца. И потом только срабатывает вот этот вот винт-барашка. И придумал я одну вещь, чтобы нам с вами замерить обороты. То есть сделал я вот такое вот кольцо из картонки. Сейчас открутим винт, прикрутим данное колечко и измерим обороты. И буду разбирать. Не страшно, что колечко кривое, оно покажет все как надо. Так, лазерный тахометр берем. Все крутится, все работает. Включаем. Ну что, и измеряем. — 4907 оборотов. Повторный замер показал, в принципе, то же самое. Значит, указано 9000, непонятно на чем. Ну, а теперь разбираю. Так, практически начал разбирать. Снял рукоятку. Вот. И открутил вот эту вот желтую крышку. Видите, крышка у нас является опорой подшипника двигателя. Продолжаем дальше. Раскрутил я все винты, по крайней мере, с этой стороны. И давайте потихонечку будем вскрывать. Хочу, чтобы вы все тоже видели и слышали, да? Вот такая часть у нас снялась пластика. Пластик тоже хороший, добротный. Качественный, жесткий. С каким-то, видите, еще черным вкладышем даже. Ну, вынимать не будем, нам это не интересно. Значит, общий вид следующий. Здесь движок, кнопка, бачок под масло, кнопочка и контроллер плюс токосъемная площадка. Давайте смотреть, вынимать, что тут и как к чему. Вот так все у нас припаяно. Здесь все выглядит следующим образом. Контроллер. Два конденсатора. Конденсаторы, к сожалению, друзья, не вижу насколько. Ну, может быть, вы увидите.
Микрофарад по 400, что-то в этом роде, наверное. Так, пайка. Тут припоя не пожалели. Ну что, давайте дальше разбирать. Так, показываю с этой стороны, то есть как устроена защита. Вот стоит микрик. То есть все просто. Мы можем снять, не потерять только пружинку, эту защиту. Так, и дальше у нас что? Так, я пока положу на место контроллер, чтобы это все дело не болталось у нас. И токосъемную площадку. Здесь не изолировано, но места достаточно, чтобы, как говорится, не коротнуло. Так, и теперь что-то все выпадает. Так, надо перевернуть пилу и разобрать все по ходу отсюда. Чем я сейчас и займусь. То есть нам надо снять звезду. И здесь у нас 1, 2, 3, 4 винта по ходу. Пока ждем. Народ сказал, что здесь 4 винта. 1, 2, 3, 4, да? Но здесь вот еще спрятался 5-й винт. Откручиваю и будем разбирать. Так, теперь движок должен у нас отвалиться. Так, в двигателе имеем вот такой вот масляный насосик. Что-то напоминает а-ля бензопилу. Как это все дело у нас крутится, непонятно. Ага, здесь стоит вот такой вот червячная передача. Ну и здесь установлена шестеренка. То есть принцип как бы понятен. Хоп. Крутится двигатель. Двигатель, к сожалению, без опор я покрутить сейчас не могу. Хотя, наверное, могу. Потом бы все это дело в кучу собрать. Нет, движок у меня покрутить, друзья, не получается. Вот такая вот система подачи масла. Так, а редуктор, как же тут все закручено. Вот вместе с вами и разбираюсь. Все отсюда просто выезжает. Хопа. Бачок мы оставляем. Оба на угол шоу. Ты смотри, что творят канадцы. Вот такой огроменный, обалденный редуктор. Все дело на подшипниках. Так, это все-таки надо снять, потом одеть. Минимальное количество смазки. Я думаю, здесь больше и не надо. Просто минимальное количество смазки. Так, и здесь, народ, да. И здесь, народ, уже лежало, видите? Про что я говорил в прошлых обзорах пил. Фетровое кольцо. Поэтому, если кому-то не лень, смазки можно немножечко сюда как бы и добавить. Вот фетровое кольцо лежало здесь. Ну, наверху на вот этом червяке. Вот, таким образом это все дело у нас выглядит. Да, конструктор серьезный. Так, ну я так понимаю, мы сейчас можем вытолкнуть ротор. Мне, к сожалению, не хватает здоровья. Просто выплюнул. Вот такие вот термоядерные зубья. Ну и у нас там обыкновенный шестиобмоточный движок. Народ, вы извиняйте, движок я сюда вынимать уже не буду измерять. Кому интересно, давайте я померяю статор. Может, кому-то что-то это и поможет.
Так, где моя чечи? — 26 миллиметров диаметр ротора. Так, и длина 21 миллиметр. То есть не особо такой злой движок, но за счет такого злого редуктора все это дело у нас как бы и крутится. Так, вот видите, какие подшипники. Все как бы серьезно. Отсюда я выниму. Опа. Здесь у нас следующий вид. Все, видите, тоже вымазюкано в смазке. Здесь подшипник такой, здесь подшипник сякой. Так, народ, если вам будет видно, может как-то публикую. Собственно говоря, номер подшипника. Так, и второй номер подшипника. Вот как-то так давайте, наверное, сделаем. Может быть, кто-то что-то и увидит. Кому-то будет и полезно. Вот так все это у нас сделано. Непонятно, зачем эта пластина вставлена. Но зачем-то она вставлена. Так, ну что, собираю все это дело я в кучу. И пойдем что-нибудь попилим. Деревьев валить, конечно же, не будем. Найдем какие-то бревнышки и попробуем порезать. Конечно, система просто суперская. Поскольку это первая пила с автоподачей масла, то мне это, друзья, честно вам скажу, очень-очень даже нравится. Главное, чтобы эта система не текла. Вот насосик. Насосик, в принципе, работает довольно неплохо. Вот малейшее вращение и капелька масла там уже подсасывается. Замазюкал все руки. Все, народ. Собираю. И будем что-то мы с вами пробовать. Ну, а вот дисплейчик здесь зарядки. Кому уж совсем интересно. Народ, налил масло в бачок. Залил красное масло. Вот, чистое масло, значит, ЦВТшное от вариатора. Оно жиденькое, классное. Давайте смотреть, как оно пойдет. Опа. Понеслась. Все, отлично. Сейчас я, значит, заправлю цепь, поставлю шину и попробуем попилить вот эту вот сухую грушу, камель. То есть вы все знаете, какое это дерево твердое, когда оно сухое. Так, поставил шину, и если вам будет видно, вот блестит уже смазка. Конечно, она красная не будет уже, но вся цепь у меня в смазке. Аккумулятор 100%. Да, на дисплее ничего не видно, но здесь 100%. Сейчас переставлю камеру и вперед резать. Ну что, народ, пробуем грушку. Вперед. Попробую сразу одной рукой. Песня. Просто шипит, просто песня. Вы сами все видите. Древесина не гнилая, древесина полностью сухая. Вот. Это на баньку. Ну что, давайте еще пару раз. Давайте еще раз здесь и вот прямо по камелю попробуем. Опа! То есть песня. Отлично грызет, отличный агрегатик, кстати. Так, ну что, давайте камель здесь попробуем. Как оно будет тут лежать? Вот где-то здесь по колодке. Так, может камеру ближе поставить. Вот как-то так. Вперед. Тут уже буду двумя руками. Как мне полотна хватит, не хватит.
Наверное, лучше отсюда резать, потому что упор плохой там. Пожалуйста. Вот наш срез. Красивый, шикарный, ровненький, что бы кто ни говорил. Так, еще одна задача. Давайте попробуем колодку эту в сторону. Ну, немножко пройду вот так вот вдоль. Посмотрим, что у нас получится. То есть самый серьезный тест. Так, нам что тут видно? Видно. Поехали, друзья. Вуаля! Вот такая игрушка внутри. Ну что, народ, разобрали, посмотрели, попилили, попробовали. Вот наши колодочки стоят, да, как образцы. То есть пилит все отлично. Сухую игрушку на ура, я бы сказал, и вдоль, и поперек. Данная пилка, вот реально, друзья, мне очень понравилась. Понравилась своим исполнением. Особо, что зашло, это автоматическая смазка. Просто класс, не надо нам теперь из кармана доставать бутылек, там, поливать эту цепочку. И даже не надо тискать вот эти вот пневматические нагнетатели. То есть просто класс. Но опять же, защита хоть какая, но есть. Это уже большой плюс. И вот огромным плюсом тоже считаю вот такое исполнение подтяжки шины. Вот, вы все знаете, в пиле Аневан там, и вот недавно была у меня пилка на обзоре. Там у нас установлен алюминиевый болт, и некоторые люди пишут, что резьба слизывается, там болт этот гнется. Буквально вчера звонил мне человек, которому я заказывал Аневан. Из моего обзора сказал, что все у него отлично, по сей день работает. В моей пиле то же самое. Возможно, в будущем что-то у нас и случится с резьбой, с чем-то. Ну, там, в принципе, поменять не особо проблематично. А здесь вот этот вот полуавтоматический механизм мне очень понравился. Поэтому, друзья, артикул будет в описании к видео. Кому понравился данный агрегат, переходите, смотрите. Вдруг заинтересует и захотите себе такой. Исполнен аккуратно, достойно и качественно, я бы сказал. Ну и мы с вами видели внутри движок, редуктор с этими вот звериными зубами, да. То есть все должно работать. На сегодня все. Всем огромного здоровья. Всех с 1 мая. Мир, труд, май. Вот сегодня мы с вами немножко попилили, потрудились. Вот, и будем, как говорится, закругляться. Еще раз говорю, ссылка в описании. На обзоре была у нас вот такая вот пила 12 дюймов. До новых встреч, до новых видео. Пока. Фу! Вот это я дал. Спасибо за внимание.